Всем привет, меня зовут София, и я американка. Пару недель назад я получила вопрос о том, как люди в Соединенных Штатах заботятся о своих родителях, когда становятся старыми и нуждаются в помощи. Это хороший, но трудный вопрос. Я надеюсь, что вы найдете это видео информативным. Так, как американцы заботятся о своих стареющих родителях? Многим стареющим родителям ничего не нужно. У них могут быть некоторые болячки и боли, но они достаточно здоровы и способны обойтись без помощи своих детей. Однако, даже если они здоровые, активные люди с семьей, которые регулярно посещают их и звонят... Пожилые люди, как известно, борются с удручающим чувством, что они стали невидимками для других. Пожилые люди также считают, что их потребности невидимы для правительства. Система здравоохранения в Соединенных Штатах очень дорогая шутка. За последние 18 лет пособие по социальному обеспечению потеряли около трети покупательной способности. Наиболее популярный пенсионный план, который предлагают работодатели, это 401ks. Он должен помочь вам отложить деньги для выхода на пенсию, но это очень запутанная система, и много людей не знают, что они делают. Из-за этого 1 из 5 американцев старше 65 лет продолжает работать. Это 9 миллионов пожилых людей, которые, слава богу, более или менее здоровы, но не могут позволить себе уйти на пенсию. Есть еще сценарий, который, как мне кажется, существует в большинстве культур, а именно, если состояние здоровья родителя ухудшается или ему нужна круглосуточная помощь, тогда он приезжает к своим детям. Здесь все усложняется. Если вы можете обеспечить, что ваш родитель проживет последние годы своей жизни в комфорте, окруженный заботой своей семьи, тогда, конечно, это идеальный вариант. Это то, что бы сделал любой, если мог. Но не все могут. Это зависит от ситуации в каждой конкретной семье. Давайте сосредоточимся на том, что значит взять родителей к себе домой, если они нуждаются в круглосуточной помощи. В Соединенных Штатах совершенно нормально, когда родители и их взрослые дети живут очень далеко друг от друга. Если ваш родитель недостаточно здоров, чтобы приехать в ваш штат, то вам нужно бросить работу, продать свой дом и найти другой в том районе, где родитель уже живет. Это может занять время, и это определенно дорого. Вам также, скорее всего, придется частично перестроить дом, в котором вы живете, чтобы он был доступным и безопасным для ваших родителей. Если ваш родитель нуждается в постоянном присутствии кого-либо из-за хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак, инсульт, слабоумие или болезнь Альцгеймера, расходы также увеличиваются из-за приема множества лекарств, сложного режима питания, специального оборудования и материалов гигиенического ухода. Все это в Соединенных Штатах выходит за рамки того, что может себе позволить обычная семья. Если вы не работаете, потому что вам приходится постоянно находиться рядом с родителями, тогда вы не можете заработать деньги на покрытие расходов. Если вы состоите в браке и ваш супруг прилично зарабатывает, это может сработать. Печально то, что я читала о людях, которые бросили работу, приехали на другой конец страны, потратили все сбережения, которые они откладывали для выхода на пенсию, чтобы позаботиться о своих родителях. Затем они были финансово и эмоционально истощены и в конце концов вынуждены были отправить своих родителей в дом престарелых. О домах престарелых иногда говорят плохие вещи, но вам просто нужно искать и найти правильные. Но опять же, это, возможно, будет не по карману. Может быть, поэтому в данный момент примерно 5% пожилых людей живут в специализированных учреждениях. Таких меньшинство. Последнее, что я хочу сказать, это то, что должен быть откровенный диалог. Следует надеяться, что родители и их взрослые дети могут поговорить о вариантах до того, как ухудшение состояния здоровья станет проблемой. Нет ответа, который подходит для всех, и я бы сказала, что, к сожалению, это все из-за денег. Я ценю терпение, которое вы проявили, ожидая мое видео на этой неделе, и уважение, которое, как я надеюсь, вы покажете в разделе комментариев к этому видео.
Ну все, спасибо и до встречи.